Друзья, доброе утро. Как меня слышно? Хорошо. Начинаем нашу еженедельную встречу. Очень рад вас всех видеть, как обычно, по традиции, с еженедельного видео. Приблизились к завершению проекта по съемке меню китайского. Есть виды сверху, сбоку и даже снизу. Сейчас у нас проходит обязательная ежегодная аттестация управляющих за 2019. Большая просьба, друзья, не затягивайте. Сейчас возьмем небольшую паузу, наверстаем упущенное и вернемся с новыми силами. Запускать уже третью пиццерию в UK и центр производства теста маленький. Мы разрабатываем систему контроля качества в Нигерии. Передали, в разработку Dodo Pizza Store. Захватывать США и Европу будем вместе с новым сайтом. Мы уже почти на финальной стадии в Smart Customize. Вот такие кофточки, хотим замутить. Грядет съезд. Впервые на съезде будет выступать учебный центр. И мы вас всех приглашаем на семинар от учебного центра, который будет называться «Стратегия развития учебных центров». Скоро спринт подходит к концу, а у нас еще ничего не готово. Мы запустили бриллиантовый продуктовый тест скотчем. Мы металлизированным скотчем заклеили в одной пиццерии все время на трекере, на всех карточках. Наша замечательная Ниночка ушла за ребеночком, поэтому меня взяли в отдел развития. В следующей неделе буду полностью погружена уже в отдел. Да, Эндрю приезжал, и на самом деле это было такое двойное обучение, мне кажется, погружение, потому что у него гигантский опыт работы в Starbucks. Он запускал с нуля Starbucks в Южной Африке, но это какая-то гигантская задача. Нанимаем сейчас целую команду, 35 человек, и будем в срок делать наши проекты, наконец-то. У меня появился свой кабинет, у меня есть цветы. У меня есть компьютер, у меня есть своя доска здесь. Такая табличка скоро появится во всех пиццериях Российской Федерации. Нет, это не мой мобильник. Также я рад представить новых сотрудников нашей большой компании. Это Дима Афонченко. Дима пришел на позицию разработчика Dodo.es. Диме 25 лет. Он любит велосипед, коньки, баскетбол, изучает нейронные сети. Ксения Журбенко пришла в Dodo Controlling. Она закончила Сыктывкарский государственный университет, любит фитнес. Костю Аганесова мы представляем второй раз. Костя, привет. Костя родился и вырос в солнечной Грузии. Долгое время работал шеф-поваром в разных крупных международных компаниях. Пришел в команду R&D. Татьяна Чернецова родилась и выросла в Уфе. Она закончила Казанский университет по специальности астрофизика. Таня любит походы и говорит, что может разжечь костер с одной спички. Таня, привет. Денис Парфенов недавно присоединился к нашей команде. Это моушн-дизайнер. Сейчас работает над проектом «Китай». Алексей Филипенков пришел в команду Кирилла Вырыпаева бизнес-девелопером, занимается развитием маркетинга в Нигерии. И на этом все. Я могу уйти, наверное. Вы меня знаете, как меня зовут. Я работаю бизнес-девелопером с августа прошлого года. Моя задача — это помогать нашим партнерам, нашей компании развиваться в России. И одна из важнейших больших функций, которыми мы занимаемся еженедельно и постоянно, это согласование и оценка помещений для будущих пиццерий. Начну с предыстории. Наверное, большинство из вас были в Сыктывкаре. Это наша первая пиццерия Dodo Pizza в мире. Она открыта по адресу Первомайская, 85, находится на второй линии в очень убитом дворе. Рядом мусорные контейнеры. Сейчас эта пиццерия выглядит вот так. У нее отличный фасад, у нее отличные заметные вывески. Пиццерия делает 8 миллионов рублей, она растет, несмотря на свой возраст. Это первая пиццерия. Когда я пришел в компанию в 2012 году, пиццерия выглядела примерно вот так. Она была более разукрашена, это фото сделано до открытия ресторана. И эта пиццерия первая в сети, первая в мире Dodo Pizza, которая сделала выручку в 6 миллионов рублей. И
И это несмотря на все ее минусы, несмотря на вторые линии, несмотря на то, что она находится в подвале, который 100 раз затапливался. И вот этот успех, этот бешеный успех пиццерии, он очень сильно повлиял на наше видение того, как мы можем развиваться. И сейчас покажу, что из этого в принципе получилось. Это пиццерия в Ярославле, Ярославле 2. Она работает примерно полгода. Она находится очень глубоко во дворах, на 2-й или 3-й или даже 5-й линии. Ее совершенно не видно с дороги. Я был в Ярославле 2 недели назад, и я искал ее минут, наверное, 15 или 20. Пиццерия работает пока только на доставку, делает выручку примерно 500 тысяч рублей в месяц. Это город Архангельск. Это главная улица города, рядом Макдональдс. Это очень популярное место среди жителей, но ни вы, ни я, мы здесь не видим пиццерию. Но она здесь есть. Вот здесь находится вход, вот там за белыми колоннами видны лайтбоксы. Пиццерия работает больше года, выручка зала примерно 1 миллион рублей в месяц. Это Рязань. Вот наш вход. Очень узкий, по сути, это двери и 2 лайтбокса. Добрый пекарь выглядит лучше нас. Эта пиццерия делает в зале примерно 800 тысяч рублей в месяц. Я был в Рязани прошлым летом, увидел большой красивый зал, правда, в подвале, но он был пустым. А вот это Бургер Кинг, который находится по соседству с нами, буквально 20 метров. Это то же самое здание, но вы видите широкий фасад, очень много окон, тут даже есть какая-то боковая крышная конструкция. И мы в этом городе представлены гораздо хуже, чем тот же самый Бургер Кинг. И отдельная история — это торговые центры. Достаточно много Додо Пицц было открыто в торговых центрах. Торговые центры, они всегда привлекательны, там много людей, много соседей, они такие яркие. Они привлекательны для нас, потому что там есть доступные площади, как правило, и приемлемые цены. И апогеем того, почему не стоит выходить в торговые центры, стала пиццерия «Москва 4.3», которая была открыта в Москве на Бесединском шоссе. Рядом, к сожалению, нет ни домов жилых, ни парков. До пиццерии сложно добраться пешком. Я года 2 назад сюда приходил, минут 40 шел от метро, петлял где-то там по дорогам. Тем не менее, несмотря на это, мы открыли здесь вот такую пиццерию. Она занимает 2 блока на фудкорте. Пиццерия была открыта в марте 2018 года, ни разу не сделала выручку больше... Так, мне нужно назад. Сейчас будет сюрприз. Пиццерия ни разу не делала выручку больше 2 миллионов рублей в месяц, и партнер решил ее закрыть и перенести в другое место. Партнер потерял инвестиции, но, наверное, это был в какой-то степени нужный шаг. Если вернуться на несколько лет назад, наверное, такое развитие было очень важно, потому что нам нужно было покрыть как можно более широкую территорию, нам важно было сохранить скорость и открываться, несмотря ни на что. К тому же мы верили после успеха в Первомайской, что у нас есть доставка, и она поможет нам выжить. У нас очень сильный креативный маркетинг, и мы говорили всему миру, что Додо Пицца не нужны оборачиваемость столов, приходите к нам, играйте в игры, работайте, сидите там хоть целый день. Однако наши конкуренты тоже не спали, и они начали широко развиваться в городах России. Сначала это были города-миллионники, потом города там, от 500 тысяч, все меньше и меньше. И мы поняли, что для того, чтобы построить ракету, для того, чтобы сохранять свое лидерство, либо приумножать его, нам нужно сменить парадигму развития, нам нужно менять локации, потому что все конкуренты занимают очень хорошие места. И специально для этого в середине прошлого года мы создали комитет внутри управляющей компании, задача которого была изменить наш подход к развитию и изменить подход партнеров к выбору помещений. И комитет, в принципе, это сделал. Мы очень сильно ужесточили требования к нашему формату. Мы перестали согласовывать практически вторые этажи, перестали согласовывать подвалы. Мы гонимся за широкими фасадами, панорамными окнами. Однако тут же мы регулярно сталкиваемся с сопротивлением партнеров, которые вроде бы ищут помещение, присылают его нам, а мы его отклоняем. Все дело в том, что поиск помещения — это очень сложная и нетривиальная задача. Недостаточно просто посмотреть сайт объявлений
или проехаться по городу, иногда нужно выселить какого-то арендатора, потому что хорошие места не бывают пустыми. Иногда нужно договориться и платить там большую ставку. И учитывая все эти сложности, понимая все это, партнеры говорят: ну, ребят, зачем вы мне отказываете? Если вы сейчас не согласуете это помещение, я потрачу еще много-много месяцев, даже лет на то, чтобы найти помещение более подходящее. Найти помещение стоящее, это реально как намыть крупицу золота. У нас был случай, я одно время занимался развитием корпоративной сети в Москве, и мы вели переговоры для пиццерии «Москва-08» примерно 3 года. Только прошлым летом договор был подписан, а я начинал переговоры, когда только-только приехал в Москву, и мы только начинали свое развитие. Тем не менее, сегодня я хочу констатировать, показать, что мы научились согласовывать действительно классные помещения, и вы сейчас это увидите. Это город Серов. Чтобы до него добраться, мне пришлось проехать 350 километров на север от Екатеринбурга. Это небольшой город, 100 тысяч жителей, он довольно серый, там не очень хорошие дороги. Но когда я приехал к пиццерии и увидел, что она полна людей, что она очень яркая, что там замечательный фасад, панорамные окна, я был по-хорошему шокирован. Мне показалось, что Додо Пицца для этого города — это праздник для жителей. Это Москва-16-2, которая работает меньше полугода. Выручка составляет уже 4,3 миллиона рублей в месяц. При этом половину делает ресторан. Ресторан там маленький, метров, наверное, 20 квадратных всего лишь. Это Санкт-Петербург 10.1. Пиццерия работает буквально пару месяцев. Выручка 5 миллионов рублей, половину делает ресторан. Все эти помещения, которые вы видели, объединяет то, что они находятся на центральных улицах, они имеют очень большие красивые окна, они находятся на первых этажах, с широкими рекламными возможностями, с высоким трафиком, и они очень хорошо выглядят, они обзорные для всего района, туда хочется прийти. И все эти факторы делают наши пиццерии способными быть успешными, потому что найти хорошее помещение — это сложно, и это уже половина успеха. У меня все. Передаю слово Спартаку.